Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье и, как всегда, проект Forex Times. Я Дэн Стрелков и уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете прогнозы по комплексному анализу, который включает в себя данные по опционным и фьючерсным контрактам Чикагской товарной биржи, волновую теорию Эллиота, а также поведение и данные толпы. А вы прекрасно знаете, что рынок в большинстве случаев ходит против толпы, да и к тому же очень любит кушать стоп-лоссы этой толпы. И вот на основе этого комплексного анализа вы найдете прогнозы в комьюнити Forex Times, также найдете обучение, чат и торговые рекомендации или торговые сигналы, как вам больше нравится. И объявление маленькое: в течение всей недели для вас будет действовать скидка 50% на тарифный план навсегда. Собственно, тарифный план Lifetime. 50% дисконт. Приходите в комьюнити Forex Times, напишите мне в личку, и я вам все расскажу, покажу, и вы никогда об этом не пожалеете. А сегодня традиционно уже 3 торговых инструмента: евро, золото и бонусом будет нефть. Рассмотрим нефть, хотя с точки зрения поведения одного рыжего пожилого мальчика из Белого дома, который находится в США, нефть может быть достаточно непредсказуемым торговым инструментом, но мы как минимум рассмотрим ожидания профессионалов. Итак, поехали, друзья. Евро против американского доллара. И рассмотрим сперва с точки зрения ожидания профессионалов Чикагской товарной биржи. А здесь ожидания достаточно простые. Вы видите прекрасно скопление достаточно больших контрактов. 7613 контрактов, опционных контрактов в put. Собственно, здесь находится и максимальный открытый интерес по этим контрактам. И также здесь еще 6008 контрактов, 5000 837 контрактов, в принципе, очень неплохие ожидания у профессионалов, однако стоит отметить, что есть все-таки наверху максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам Call, где находятся, в принципе, чистыми достаточно крупные скопления опционных контрактов Call, и тут еще 6538 контрактов с очень активной проторговкой на 1729 контрактов. А это говорит о том, что есть два направления движения торгового инструмента, но в любом случае мы будем рассматривать продажи. По той простой причине, что продажи будем рассматривать достаточно далеко вниз. И сейчас я вам покажу почему. Мы посмотрим другие контракты, а именно сейчас мы смотрим майские контракты, у которых экспирация будет 8 мая, собственно, на следующей неделе в пятницу. А мы с вами посмотрим еще июньские контракты. Там очень интересные контракты находятся внизу. Однако, друзья, что мы можем ожидать? Опять же таки, если мы посмотрим на прекрасный медвежий пин-бар, в краткосрочной перспективе, конечно же, ожидаем снижения к уровню 1.1620 и, возможно, движение дальнейшее к уровню 1.1480 и дальше 1.13, скажем, 25. Однако есть шанс того, что все-таки евро выскочит вверх, чтобы поглотить эту ликвидность, образованную здесь опционными контрактами Call. И вы прекрасно видите, что здесь стоит у нас максимум чуть ниже этих контрактов. И так как цена снижается, вы прекрасно знаете, где продавцы будут выставлять стоп-лоссы, ну, конечно, чуть выше этой цены. И есть вариант цене выскочить вверх, собрать всю эту ликвидность, развернуться и полететь вниз. Но если вы прекрасно знаете, что такое математика управления капиталом и что такое паттерны, и пользуетесь одним, вторым, может быть, двумя, тремя паттернами, для вас не составит труда, в принципе, забрать профит.
А теперь, друзья, внимание, как я сказал, давайте посмотрим другие контракты. Вот, по-моему, здесь июньский контракт очень интересный. Да, посмотрите, пожалуйста, на огромное скопление контрактов. Это июньский контракт с экспирацией в июне, 11441 контракт. И еще активно проторговывался в пятницу, друзья. Это говорит о том, что профессионалы исключительно ожидают снижения данного торгового инструмента. Теперь давайте обратимся к некоторым вариантам из волновой теории Эллиотта. Если рассмотрим данный вариант, собственно, правда, это среднесрочный, прям очень среднесрочный, это недельный таймфрейм, как вы видите, то у нас есть нисходящий импульс, после чего вероятная восходящая коррекция. И далее, как вы видите, импульсное движение вниз, коррекция, и с большой вероятностью будем улетать вниз. Насколько далеко будем улетать, сказать в данный момент невозможно. Ориентируемся на Чикаго, и пока на ближайшие 2 месяца Чикаго показывает что? Чикаго показывает нам уровень 1.1470, друзья. Может быть 1.1475. Ну, ориентироваться будем на 1.1470. Вот в направлении этого уровня и работаем. Вот текущей цены это примерно 240 уровней. Если евро решит собрать ликвидность, то мы увидим рост на примерно 150-155 пунктов и оттуда дальше вниз. Поэтому подключайте математику управления капиталом, и на ближайшие несколько недель план, собственно, вот такой. Да, кстати, чтобы вы понимали, в комьюнити Forex Times у нас уже есть торговый сигнал по данному торговому инструменту, поэтому заходите, и вы его увидите. Прошу прощения. А теперь золото, друзья. А вот золото, напротив, золото с большой вероятностью покажет рост. И что интересно, корреляция в данном случае между евро и между золотом, скорее всего, окажется отрицательной. А почему, собственно, роста? По той простой причине, что профессионалы на Чикаго достали из кармана 8 миллиардов долларов и просто выкинули их в никуда, скажем так. Но на самом деле, конечно, в никуда, не в никуда, конечно, а на уровень примерно 5325, 5360. Вот это крупное скопление опционных контрактов Call. Вы видите здесь у меня на экране, и можно предположить два варианта развития событий. Первый вариант, разумеется, исключительно рост. Сперва в направлении, кстати говоря, в направлении уровня максимального открытого интереса, и вы видите 9429 контрактов. Очень приятное количество контрактов. Это уровень 5000, и дальше в направлении уровня, ну, можно, например, 5, пускай будет 500. Вот чтобы было просто запомнить. 5000 и 5500. Однако, если мы обратимся к волновой теории Эллиотта, то мы с вами увидим, что коррекция А, Б, С, вероятно, еще или не закончилась, или у нас с вами будет усеченная пятая волна, поэтому прогноз звучит примерно вот таким вот образом. Цена еще может сходить немного вниз, чтобы собрать ликвидность на опционных контрактах put, тем более, что вот 5258 контрактов это достаточно немаленькое количество контрактов put, и на них можно собрать достаточно как большое количество фьючерсных контрактов на покупку, так как профессионалы Чикаго хеджируют опционными контрактами put свои покупки, свои фьючерсы на рост. Вот поэтому выглядит примерно таким образом прогноз. Я на данный момент не вижу, что могло бы сподвигнуть все-таки золото достаточно глубоко упасть
с обновлением волны номер 3, да, и по контрактам Чикаго этого не видно. Более того, мы с вами можем посмотреть контракты с экспирацией через месяц, потому что мы сейчас смотрели ближайшую экспирацию. Вот если мы посмотрим с экспирацией через месяц, мы также увидим, что внизу достаточно мелкие скопления контрактов в put, наверху достаточно неплохие скопления контрактов call. И если мы с вами посмотрим, я думаю, это августовская экспирация или июльская, сейчас посмотрим, кстати, это 28 июля, то мы с вами увидим вот эти скопления опционных контрактов call 16 тысяч, друзья. Внизу 1300, 1400, 2400, 2245, наверху 16 тысяч. 16 тысяч опционных контрактов call скопления. Я думаю, тут пока слова это лишнее. Конечно же, до 28 июля у нас времени еще полным-полно, но ведь никто не говорит, что торговый инструмент профессионалы ждут именно к 28 июля. Он может взлететь в течение 2 недель, развернуться и потом полететь вниз. Это абсолютно запросто может быть. Самое главное, что мы с вами ориентируемся в скопление опционных контрактов call на 8 миллиардов долларов. Вот туда ориентируемся. Грубо говоря, то же самое, как по евро. У нас есть ориентир, уровень 1.1470. В него мы ориентируемся. Точно так же по золоту. Ориентируемся в уровень там 5300, 5500. Примерно вот в этот уровень. Это примерно как вы вышли из дома в магазин, и вы прекрасно знаете, где находится магазин и как туда идти. А вот дорожек, как к нему дойти, у вас много. И, например, на одной дорожке стоят бандиты, а другая дорожка пустая. Вы пойдете правильно по пустой дорожке. Так и здесь. Даже если цена по золоту или вот по евро вырастет, потом упадет, либо по золоту немного упадет, потом вырастет, друзья, математика управления капиталом и паттерны, и да пребудет с вами великий профит. И нефть, друзья, собственно, по нефти, опять же, тоже не все так нам конкретно предсказуемо, но, в принципе, не все так печально. Цена, собственно, отработала крупное скопление опционных контрактов call. Собственно, здесь на несколько миллиардов долларов у нас скопление опционных контрактов call. Цена сюда влетела. Было открыто значительное количество фьючерсных контрактов на продажу, так как профессионалы call-контрактами хеджируют свои фьючерсные контракты на продажу, а путами хеджируют фьючерсные контракты на покупку. Здесь контрактов было 25 683, в пятницу проторговалось еще 5897 контрактов. Цена получила достаточно неплохое движение вниз за счет входа в рынок огромного количества контрактов фьючерсных на продажу. И в данный момент мы с вами будем уже целиться в направлении, ну, собственно, достаточно далеко вниз. Я не думаю, что цена прямо сейчас улетит на уровень 55 или на уровень 60. Вы видите, какое огромное количество контрактов в put находится на этих уровнях. Я не думаю, что цена туда долетит. Но на самом деле, если мы с вами пробежимся по контрактам вперед, то мы с вами увидим, что наверху профессионалы нефть не ждут ни разу. Опять же, видите, 19 тысяч контрактов, 15, это много. Но цена сейчас уже находится на этом уровне, уже сейчас. А внизу нас ждут почти 20 тысяч контрактов, кстати, не почти, а даже больше. Здесь проторговка на 2640 контрактов. Внизу 15 тысяч, 14 с половиной. Если я дальше продолжу листать контракты, то ничего не изменится. Наверху профессионалы... смотрите, даже есть какое-то небольшое ожидание. Но внизу, друзья, 8594 контракта с проторговкой 1671.
Это значит, что здесь уже будет больше 10 000 контрактов. Поэтому точно так же, как по евро, основная идея это продажа, но есть еще вариант с со снятием ликвидности и потом продажи, то же самое, как по золоту. Основная идея роста в направлении огромного скопления на 8 миллиардов долларов опционных контрактов. Кол, но однако цена еще немного может снизиться по той простой причине, что есть вероятность, что мы находимся в пятой волне, и она может быть усеченной, но где она усечется, скажем так, с какого уровня она развернется, непонятно. Точно так же и по нефти, друзья, основной сценарий это, конечно же, снижение, ну, скажем, пускай это будет уровень $75 за баррель, однако, как вы правильно могли заметить, есть свежие опционные контракты кол на 900 миллионов, миллиард 84 миллиона, и здесь 500 миллионов, 500 миллионов, чуть раньше было 500 миллионов, здесь еще наверху на миллиард. То есть нефть еще может немного вырасти, после чего все-таки с очень большой вероятностью мы увидим огромное снижение, потому что все-таки на несколько миллиардов долларов опционные контракты кол не просто так здесь находятся, и профессионалы, разумеется, вошли в рынок огромными контрактами фьючерсными на снижение, чего они, собственно, и ожидают. Поэтому по нефти будем надеяться, что Дональд Трамп не совсем уже заболел, не совсем уже заболел, и все-таки деньги, мировые деньги ему подскажут аккуратненько, чтобы он заканчивал со своими капризами, скажем так, в кавычках. Вот, друзья. Ну что ж, опять же таки, если бы вы находились в комьюнити, то вы видели бы данные скопления, крупные скопления опционных контрактов кол по нефти. Я их вам не показывал на прошлой лекции. Вот, потому что мы в комьюнити их видели, а вам я не показал. Поэтому приходите, присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, и вы будете видеть все эти контракты. И не только у нас в комьюнити, есть чат, где мы с вами можем беседовать с утра до вечера на темы, именно темы по трейдингу, которые вас интересуют. Поэтому, друзья, на сегодня, собственно, евро, золото и нефть мы пробежались. Опять же таки, в комьюнити мы сегодня пробежались по 10 торговым инструментам. И сейчас вы увидели евро, только золото и нефть. А конкретные входы у нас еще есть по австралийскому доллару, по фунту, есть логика покупки по японской иене, но я вам не расскажу, уж не бейте меня сильно и больно, а также по канадскому доллару есть очень хорошая краткосрочная идея. Ну и, конечно же, по газу. По газу вообще идея очень великолепная. Приходите в комьюнити Forex Times, вы о ней узнаете сразу же, и если вы зайдете в рынок с риском процента 3, то есть у вас вполне реальные шансы снять за несколько месяцев около 33-35% прибыли. А это, на секундочку, средний показатель годовой прибыли хорошего инвестиционного фонда. Ну что ж, друзья, всем спасибо. Надеюсь, сегодняшняя лекция вам понравилась, и вы получите прибыль по данным торговым инструментам, которые мы рассмотрели. Приходите к нам в комьюнити, буду рад всех видеть. А сегодня классного, теплого всем вечера и всем пока-пока.